В этом видео мы сделаем стол практически из строительного мусора. Затопим пару кораблей и встроим в столешницу 5 диорам. А также вы узнаете, почему мой напарник остался без работы. Приятного просмотра! Как вы поняли, в качестве основы я буду использовать такую вот деревянную катушку. Чаще всего их выбрасывают после того, как заканчивается кабель, который изначально намотан на них. В крайнем случае, такую катушку можно купить за пару копеек в местах, где продаются кабеля крупного сечения. Ну крутите, барабан! Как скажете, Леонид Аркадьевич. По сути, это уже готовый стол, но было бы глупо закончить ролик на этом моменте, так что еще немного поработаем. Я шлифую будущую столешницу именно для того, чтобы она стала ровной. Это очень важно, немного позже вы поймете почему. Понятное дело, что такие катушки делают из самой дешевой древесины. В данном случае это сосна, и качество сборки оставляет желать лучшего. Но так как этот стол предполагает стоять у меня в мастерской, думаю, что это приемлемо и даже тематично. Шпильки я срезаю, для того чтобы потом они не доставляли неудобств. А все щели хорошенько промазываю автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой. Она очень быстро сохнет, и ей можно смело заполнять сантиметровые полости. Но, конечно же, использовать ее на видимых местах это не вариант, так как она особо не красится, да и вообще это не шпатлевка по дереву. Но в данном случае она мне подходит просто идеально. Но пока шпатлевка усыхается, займемся более интересной работой. Я очень давно хотел сделать что-то вроде диорамы и встроить ее в столешницу. Для этого я и заказал модели кораблей, подводную лодку и самолет. Сперва я собираю все модели, а уже совсем скоро мы их затопим. Так как по задумке столешница будет исполнена в виде поля для морского боя. В смысле игры морского боя, которую знает каждый. По крайней мере, мое поколение точно, потому что в школе это была самая популярная настольная игра. Современным школьникам повезло немного больше, так как у них есть мощные компьютеры, и они без проблем могут топить корабли в крутейшей игре World of Warships. Это уникальный ураганный онлайн-симулятор морских сражений в историческом сеттинге Первой и Второй мировых войн. Более 200 кораблей уже в составе игрового флота, а любой желающий может стать у штурвала понравившегося судна. Крутая графика, живописные пейзажи, динамичные бои, тактические маневры, непредсказуемая погода, которая способна влиять на расстановку сил и неожиданно перевернуть ход боя. Все это мир кораблей. А прямо сейчас вам стоит перейти и зарегистрироваться по моей ссылочке в описании, чтобы получить ценные награды. Линкор Dreadnought, 30 дней премиум, 500 дублонов и 1 миллион кредитов. Заходи в игру, вступай в бой, а мы продолжаем. А пока вы наслаждались красивыми кадрами, я дособирал все модели и вот что мы имеем. Но в таком виде эти модели меня не устраивают. При помощи дремеля я начинаю их состаривать, так как по задумке они должны выглядеть так, как будто пролежали на дне моря очень много лет. Соответственно, морская соленая вода сделала свое дело. В последнее время я заметил такую тенденцию, что производители электроинструмента стали активно выпускать модели на аккумуляторных батареях. Мне очень интересно ваше мнение, насколько это актуально и практично. Особенно интересно, как это работает в инструментах с высокими оборотами. К примеру, дисковые пилы на аккумуляторных батареях. Если у кого-то есть такой опыт, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Лично я скептически относился к такому инструменту, но чем больше у меня его появляется, тем более он мне нравится. Очевидный плюс это, конечно же, то, что не надо тягать километры проводов. Но в моем случае это и минус, так как мой напарник остается без работы. А пока напарник приходит в себя, я отрезаю модели таким образом, чтобы они разместились в задуманных местах и под задуманным углом. Но затем красим уже состаренные модели таким образом, чтобы в дальнейшем можно было сымитировать ржавчину. Делаю это при помощи кисточки и красок на акриловой основе. Я без работы не останусь. Теперь снова отправляемся к столешнице и занимаемся финальной шлифовкой. Также я шлифую и нижние элементы. До идеала, конечно, я не собираюсь их доводить, но убрать потенциальные занозы, конечно же, стоит. Наконец переходим к финальной части. Я нарезаю вот такие квадраты из соснового бруса. Они и будут являться ячейками на нашем морском поле боя. Для того, чтобы визуально выделить каждую ячейку, я снимаю фаску под 45 градусов и раскладываю эти квадраты на столешнице. Затем выбираю места, на которых и будут покоиться корабли. Тут я полагаюсь только на свой вкус, ну или на отсутствие такового. Напишите в комментариях, как вам в итоге такое расположение.
Все квадраты я временно приклеиваю на термоклей, а все, что вышло за границы, я отрезаю и шлифую грубой наждачкой, так, чтобы края приняли форму столешницы. И мы имеем вот такое поле боя, по краям которого я снимаю фаску все той же фрезой под 45 градусов. Также в одной из ячеек будет находиться логотип наших друзей, ведь именно благодаря им у нас есть возможность создавать такие проекты. А у вас, соответственно, возможность посмотреть наши ролики. Первый слой — это морилка. Я очень часто использую именно этот цвет, так что если он вам надоел, напишите в комментариях, я подберу что-то новое. Ну а затем мой любимый матовый лак. После я промазываю все швы герметиком, для того чтобы смола осталась именно там, куда я ее и налью. Для того чтобы сделать что-то наподобие морского дна, я купил кварцевый песок и наполнитель для аквариума. С ним мы и работаем. Все модели я креплю на клей или груз, для того чтобы они в дальнейшем не всплыли. И продолжаю развлекаться, пытаясь создать морское дно. Очень интересно ваше мнение. Напишите, на сколько баллов по 10-бальной системе получилось морское дно, да и сами модели. Лично я не очень доволен, но хотелось бы узнать ваше мнение. Но когда все корабли лежат на своих местах, разводим смолу. Поскольку толщина заливки около 5 см, тут нужен состав, пригодный для массивных заливок. Я подкрашиваю его красителем, и в итоге мы имеем вот такой вот состав с таким цветом. Ссылки на конкретно эти материалы я оставлю в описании. Вообще, кварцевый песок отлично подходит для заливок, но надо понимать, что он впитывает в себя смолу и становится темнее, а объем залитой смолы уменьшается, так как он уходит в песок. Именно поэтому такую заливку я советую делать в 2 этапа. Сперва залить все ячейки наполовину, подождать час, пока песок полностью пропитается смолой, а уже потом заливать ячейки доверху. Учитывайте этот факт и учитесь на чужих ошибках. Я совершаю много ошибок и охотно делюсь ими с вами. И вот еще одна небольшая хитрость. Если на главной странице нашего канала у вас горит красная кнопка, это красный свет для YouTube, и он больше не покажет вам наши ролики. Обязательно проверьте это, кнопка должна быть серой, и рядом с ней должен быть звенящий колокольчик. На данный момент все квадраты держатся исключительно на термоклее. Я заказал и жду один очень интересный материал, и в ближайшее время я немного видоизменю столешницу. Но это вы сможете увидеть уже в моем инстаграме, так что все, кому интересно, подписывайтесь. Также хочу напомнить, что жду ваше мнение в комментариях, так как все комментарии я читаю и на все отвечаю. Это очень легко проверяется.